крупными объектами, подлетающими к Международной космической станции, следит Центр управления полетом, а более мелкие объекты под нашим контролем, под контролем космонавтов. Средством этого контроля является аппаратура космического эксперимента «Отклик». Сейчас мы ее и рассмотрим. Сейчас в моих руках вы увидите контроль космонавта аппаратуры космического эксперимента «Отклик». Вот такая вот аппаратура. Объектом исследования космического эксперимента «Отклик» являются метеороидные и техногенные частицы с размерами от 0,1 до 10 мм, соударяющие с внешними элементами конструкции станции. То есть для внешней оболочки станции эти частицы угрозы не представляют, так как гермокорпус станции удары частиц с размерами до 10 мм выдерживает. Но для расчета прочности скафандров космонавтов, выполняющих работу в открытом космосе, для проектирования радиаторов, солнечных батарей, научной аппаратуры, размещаемой снаружи космических аппаратов, знание мощности потока таких частиц является необходимым условием. Эти частицы не фиксируются с Земли, прогнозировать их появление невозможно. Специалистами ракетно-космической корпорации «Энергии» под руководством знаменитого инженера Вячеслава Георгиевича Соколова был разработан метод определения места соударения частицы с корпусом Международной космической станции без непосредственного их осмотра. В целом система состоит из 3 элементов. Мы их и рассмотрим далее. Как мы уже сказали, система состоит из 3 элементов. Первый элемент системы – это 13 датчиков. Они расположены по всему периметру служебного модуля. Но, к сожалению, мы их всех показать не можем, потому что они расположены в труднодоступных местах. Но некоторые из них мы можем посмотреть. Как, например, вот этот датчик А15, нет, А14. Вот. Он расположен недалеко от иллюминатора номер 3. Вот он у нас, этот иллюминатор. И вот датчик. Каждый датчик соединен с системой кабелем. Вот он кабель. Этот кабель и подходит к блоку контроля, которого мы посмотрим попозже. Каждый из датчиков соединен кабелем с блоком контроля. Ну, соответственно, 13 датчиков, 13 вот таких вот кабелей. И они соединены к блоку контроля. Блок контроля. Вот такой тут лес проводов. Это и есть блок контроля, который второй элемент космического эксперимента «Отклик». Блок контроля. Его функции – прием сигналов от датчиков и их обработка, выдача информации в телеметрическую систему космической станции. Вот его кровеносная система, по которой идет информация. А это третий элемент системы – консоль космонавта. На ней мы можем увидеть результат реагирования датчиков на произошедшее столкновение. Система нам показывает место и время удара, импульс или энергию удаляющейся частицы. Вот мы можем посмотреть поближе. Видите? Место последнего удара. Это на малый диаметр пришлась. И последний удар у нас пришло 8 июля 2014 года. Показывается время удара и энергия удара, усиление и координаты. Вот такая вот полезная вещь у нас. Очень интересный эксперимент. Я думаю, он будет очень востребован при полете к дальним планетам. Измерения проводятся непрерывно. Удары достаточно крупных частиц диаметром больше 1 мм могут сопровождаться пробоем внешних элементов конструкции, кожухов, радиаторов, метеорных экранов и образованием кратеров на корпусе станции. Если система зафиксирует удар такой, то программа внекорабельной деятельности будет откорректирована, чтобы провести внешний осмотр поверхности станции космонавтам в предполагаемом месте удара. Это позволит подтвердить точность регистрации удара и одновременно провести ремонтные работы, ну, конечно же, при необходимости. Разработчик аппаратуры – Воронежское научно-конструкторское бюро «Феррит».